Всем привет. Точнее, единичкам привет. И сегодня, знаешь, будет варианты не так, как ты привыкла. То есть 3 варианта, ты уже на первом, да, ты смотришь иллюзии в отношении себя. Второй ре в Фу, да что ж такое? Второй вариант будет в отношении работы иллюзий. И третий вариант будет в отношении своих отношений. Ну, если, конечно, они у тебя есть, и даже если нет, то в отношениях. Вот такая вот туфтология, но в кураптоновском языке это позволительно. Итак, в отношении себя какие у тебя иллюзии? И прежде чем начать, ни в коем случае не зову вас никуда, хочу сказать. Сегодня в магическом чате меня очень сильно, слезно прям просили снять расклад второй про любовь. Но но давайте сегодня про иллюзии посмотрим. Так же интересней, правда, а то любовь, любовь. Любовь, она есть, ей нужно заниматься, да, так скажем. Давайте начнем наш расклад. Итак, первый у нас вопрос. Какую самую большую иллюзию ты сейчас носишь о себе как о правде? Вот так вот завитиевато с подвыпердом, да? Ну, у тебя, знаешь, в голове сказка большая про саму себя, что вот, ты знаешь, ты вот свято веришь, что у тебя все под контролем, ты очень хитро выстраиваешь жизнь свою. Поэтому ни в какие серьезные передряги ты не влетаешь. И ты уверена, что ты просчитываешь, никому себя не отдашь полностью, все держишь, вот как сказать, на полушаге. И за счет этого как будто ты защищена. В общем, ты думаешь, что ты такая вот умная, что никого близко к себе не подпускаешь. То есть все время ты на чеку. И быстро людей считываешь, и вовремя сваливаешь из ситуаций плохих. И за счет этого ты сохраняешь себе нервы. Ну, на деле ты не контролируешь, ты уворачиваешься. Это разные вещи. Ты не строишь, ты все время съезжаешь в сторону, где попроще и не так страшно. В отношениях тоже глубоко не заходишь, а работаешь вот этими намеками, полутонами, недоговоренностями, тестами, загадками и прочей шелупонью. Ты не говоришь прямо, что тебе нужно, а смотришь, кто догадается. В работе то же самое. Ты не обозначаешь свои желания честно, а делаешь мелкие шаги, чтобы вроде как бы шевелиться. Но не выходить в это время на прямой разговор там про деньги, статус, условия и так далее. И вот потом, когда жизнь тебе резкий поворот подкидывает, ты не признаешь, что ты сама шла не в лоб, а боком. И списываешь это на судьбу. Типа, ну, повернулась ко мне попой судьба, ну, так вышло. Вот иллюзия в том, что ты считаешь себя жертвой этого мира, жертвой обстоятельств и игроком, который умеет вот эти острые углы обходить. Знаешь, в чем правда? Что ты сама запускаешь эти круги на воде. Не говоришь честно, не делаешь честный выбор. Все время надеешься проскочить вот между вариантиками, да? А вариантик или взять ответственность, или полностью, как говорится, ситуации отдаться, а ты между. Тебе кажется, что ты гибкая, легкая, под жизнь подстраиваешься и за этот счет все выигрываешь.
На самом деле, ну, ты просто не выдерживаешь прямой разговор с самой собой. Где ты врешь, где ты сливаешь саму себя, где вид делаешь, что повезло или там не повезло наоборот. На самом деле ты сама тихо согласилась на то, что у тебя есть. И иллюзия ровно в этом. Ты не тот, кто, как говорится, жизнь вертит, да? И не та ты, кто всех обыграл. Ты та, кто сама выбирает не делать честные шаги и потом называет это судьбой. Откуда иллюзия-то взялась? А тут понятно. Не вчера, да? У тебя был очень конкретный такой период в жизни, когда ты реально жила в нехватке. То есть денег мало, поддержки ни хера нет, постоянно чувство, что ты лишняя, что у тебя меньше, чем у других. В семье и в прошлых отношениях все крутилось всегда вокруг темы, вот этот вот, как его, пояс затянуть потуже, да? Не выделяться, будь скромнее, не чавкай, радуйся тому, что есть. Крыш над головой есть, чё ты ноешь, да? Знакомо от мужа своего. Любая твоя попытка, попросить больше, я имею в виду, она заканчивалась или наездом, или вот этим холодом молчаливым. Вот захотела ты что-то для себя, да? Получила в ответ: сначала заработай, сначала докажи, сначала заслужи, а муж вообще сначала вот это сделай, да? Или там у тебя крыша над головой есть, тебе этого хватит. И ты вот вывод сделала: если лезть за своим напрямую, то прилетит. Если открыто говорить, ну, мне так не подходит, да, например, то скандал будет. Будет отвержение, будет холод, неважно, не суть, говно будет. Плюс было у тебя чувство несправедливости. Кто-то рядом получал больше просто по факту, а с тебя спрашивали строже. И просто в какой-то момент ты решила, что проще тихо лавировать. Лодку не качать, в лоб не просить и не говорить про то, что тебе надо, да, то есть про свои потребности. А вместо этого мелко подстраиваться и брать вот по чуть-чуть, краешком, да, не вызывая никаких реакций у окружающих. И неважно, это муж, родители или вообще хоть кто. И вот эта схема, она дала тебе иллюзию вот этой безопасности, но она херовая. Ты вот, ну, реально ты избежала пары жестких конфликтов, да, за счет того, что ты промолчала и проглотила. И мозг твой за это записал, зафиксировал. Типа, молчи, сглаживай, подстраивайся, обойдешься мало. Зато будешь жива и при деле, и, как говорится, на полуконе. И плюс в какой-то момент на этом фоне случилась такая ситуация, где тебе вроде как повезло. Там работы подкинули, денег подкинули, кто-то помог, что-то само разрулилось. Разрулилось, да, неважно. Вот ты за это вцепилась в эту установку, что лучше сидеть тихо и надеяться на удачный поворот судьбы. И в итоге твои любимые расклады, какое счастье к тебе идет, какое счастье тебе судьба подкинет, и вот это прочее. Чем открыто качать тему «я так не хочу». Ты до сих пор держишься за эту схему. Потому что она когда-то реально тебя спасла. Она помогла выжить, она помогла не свалиться в еще большую жопу, извини меня за выражение. То есть не потерять то немногое, что у тебя было. И вот признать сейчас, что эта схема уже не работает, а калечит тебя, это очень страшненько. Потому что если ты признаешь, что можно по-другому, да, тогда встанет вопрос: а почему ты столько лет жила вот так вот впритык с ощущением, что все время виновата и должна? И тебе что? Проще теперь дальше держаться за вот это старое объяснение, чем честно себе сказать: со мной были несправедливы. Да, я сама где-то струсила. Да, я согласилась на меньше. Больно, так сказать.
Поэтому и держишься якобы за свою хитрость, за свою гибкость, то, что тебе счастье подкидывает жизнь, хотя она уже давно, силы забирает, да, будем объективны. Я же с тобой тут общаюсь не для того, чтобы тебе врать. Что с тобой произойдет, если ты разобьешь эту иллюзию, да, и настоящую себя увидишь? Вот тут самое вкусненькое. В какой-то момент ты себя на очень, в общем, простой мысли поймаешь. Я не маленькая, я никому ничего ни хера не должна, и я имею право хотеть, как говорится, по-крупному, да? Ну, крупный. И это не придет красиво. Это не будет какой-то там вдохновляющий инсайт на каком-нибудь там ретрите, да? Это придет в ту ночь, когда ты в очередной раз не будешь спать от того, что день опять прошел не так, как ты хотела. Вот ты будешь лежать и понимать. Опять сделала не то. Опять промолчала. Опять согласилась на то, что бесит вообще. И вот в этой точке тебя реально прорвет. Ты перестанешь себя жалеть и начнешь злиться, но уже не на людей, а на собственное вот это «ладно, и так сойдет». Или там «да, я согласна», хотя внутри какашки скребут. И вот на утро ты не будешь устраивать там революцию, ты сделаешь один конкретный шаг. Ты подойдешь к начальству, к родне, к мужу и спокойно озвучишь, чего ты хочешь. Не намеком, не через вот это «я подумаю», а цифрами. Если на работе, то скажешь: вот столько стоит моя работа, потому что сейчас ты ценник боишься повышать. Потому что вдруг все разбегутся, да? В отношениях ты проговоришь, что тебе нужен нормальный формат отношений, а не вечное вот это «посмотрим, потом как-нибудь» и прочее. И вот в этот момент ты просто увидишь, что мир не развалится. Ну, внутри трясти будет, да, сердце частенько у тебя там затук-тукает, да, мысли носиться будут, но результат тебя удивит. Кто-то впервые отнесется серьезно, кто-то отвалится сам. И вот здесь начнется самое главное. Ты замечать начнешь, что когда ты прямо говоришь и честно, жизнь тебя по жопе крапивой не хлопочет. Жизнь не наказывает тебя за это. Наоборот, становится проще. Меньше путаницы, меньше переживаний, меньше вот этого ощущения, что ты вечно не договариваешь что-то как себе, так и другим. Ты просто увидишь, что ты можешь жить по своим правилам и не сдохнуть. Извини меня за выражение. Что можно хотеть много и не получать за это по голове. Уйдут вот эти пустые раскрутки типа «а вдруг то, а вдруг это». Потому что ты начнешь решать, а не фантазировать, как ты это делаешь. Ты ярче станешь, ты заметней станешь, ты спокойней внутри станешь. Не потому, что кто-то там какой-нибудь тебя там похвалит, да? А потому что, наконец-то, ты перестанешь обманывать саму себя. Поначалу будет тяжело, конечно. Голова будет гудеть от новых решений. Тело будет уставать от вот этой честности непривычной. Зато ты наконец-то будешь засыпать не с мыслью вот это «опять не так день прошел, опять я не сделала то, что хотела», а с четким ощущением «я сегодня по-своему сделала, и это было правильно для меня». И вот это уже, совсем другая жизнь. И всегда помни, что я с тобой рядом.